Нам с детства внушали, что человек — венец природы, высшее существо, отделенное от животного мира разумом, речью, технологией. Но чем дальше заходит наука, тем больше эта картина трещит по швам. Один из самых неожиданных фактов звучит почти как шутка. У людей меньше уникальных генов, чем у устрицы. Да, у того самого моллюска, который проводит жизнь, приклеившись к скале. На уровне генома мы поражаемся не только скромности человеческой уникальности, но и тому, насколько общий набор генов повторяется в живой природе. Более 90% всех наших белков встречаются у других млекопитающих, половина — у насекомых. Даже у простейших организмов, вроде дрожжей, обнаруживаются знакомые участки ДНК, участвующие в клеточном делении и метаболизме. Это не просто параллели, это конкретные рабочие куски информации, общие с древнейшими формами жизни. Так называемое уникальное в нас — это мизерный процент. Примерно 1% нашей ДНК не пересекается с шимпанзе, и то лишь формально. Большая часть этих различий не отвечает за интеллект или сознание. Мы делим гены с мышами, рыбами, птицами. Все, что делает нас людьми, это тонкая настройка, а не новые детали. Именно этот факт заставил ученых перестроить подход к эволюции. Если человек не вершина, а просто одна из ветвей с общими корнями, то все дерево жизни предстает в новом свете. И тогда логичный вопрос: а кто вообще самый близкий наш родственник среди живущих существ? Ответ может удивить. Когда речь заходит о ближайших родственниках человека, на ум первым приходит шимпанзе. И не зря мы с ними разделяем около 98,5% ДНК. Но правда в том, что на вершине генетической схожести стоят сразу несколько видов. Например, бонобо — еще один вид обезьян, который так близок к нам, что генетическая разница между нами меньше, чем между разными подвидами горилл. Но схожесть — это не только гены. Это поведение, структура общества, эмоции. Бонобо и шимпанзе демонстрируют эмпатию, кооперацию, политические интриги и даже формы культуры. Есть случаи, когда группы шимпанзе учились использовать инструменты и передавали это знание следующим поколениям. То есть речь идет не просто о биологии, а о зачатках цивилизации. Однако помимо приматов есть еще один неожиданный кандидат. Генетически далекий, но по физиологии и восприятию окружающей среды — дельфин. Его мозг по соотношению к телу сопоставим с человеческим, а сложность социального поведения поражает даже исследователей. Эти морские млекопитающие обладают индивидуальностью, именами, уникальным языком свистов и даже умеют сочувствовать. И хотя они не наши ближайшие родичи по генетике, по многим критериям это наш параллельный разум на Земле. Но настоящая сенсация заключается в том, что есть существа, на которые никто бы не подумал. Они не ходят, не летают, не разговаривают, и все же они наши ближайшие союзники в древе жизни. И это грибы. На первый взгляд грибы — что-то из ботаники. Они растут на земле как растения, не двигаются, не реагируют на раздражители так, как животные. Но если заглянуть глубже, выясняется, по эволюционному древу грибы гораздо ближе к людям, чем к деревьям или траве. Мы, грибы, принадлежим к надцарству заднежгутиковых, существ, у которых в одноклеточном состоянии был задний жгутик. Именно от этой древней формы жизни и пошли обе линии, грибная и животная. Но есть и более конкретные параллели. Например, способ хранения энергии. Растения запасают ее в виде крахмала, а вот животные и грибы — в виде гликогена. Также грибы дышат кислородом, переваривают пищу внешними ферментами и могут формировать сложные симбиотические отношения, например, с деревьями в виде микоризы, а с человеком в виде пенициллина. Генетически грибы удивительно продвинуты. Некоторые из них имеют больше генов, чем человек. А молекулярный анализ показывает, что их белки в ряде случаев почти идентичны человеческим. Даже заболевания у нас пересекаются, грибки могут влиять на мозг, настроение, иммунитет. Они могут вызывать галлюцинации, лечить или убивать. Все это делает их куда более родными, чем можно было бы подумать. Именно благодаря этим особенностям многие биологи рассматривают грибы не как диковинку, а как настоящих эволюционных кузенов. А если копнуть еще глубже, в прошлое на сотни миллионов лет назад, то мы найдем не только родство, но и общего предка. Все мы, без исключения, потомки существа, которое не имело ни глаз, ни рта, ни даже формы. Примерно миллиард лет назад в океане плавало крошечное создание, по виду похожее на пылинку с хвостом. Это одноклеточное существо обладало задним жгутиком, с помощью которого передвигалось в воде.
И именно оно стало общим предком как людей, так и грибов, губок, медуз, рыб, кошек и всех остальных животных. Эта крошка была, по сути, биологическим пылесосом. Она втягивала органику, перерабатывала ее и делилась на потомков. Главной ее особенностью была способность адаптироваться. Если вам понравилось открывать удивительные факты о нашем родстве с грибами и дельфинами, не забудьте подписаться на наш канал. Ведь кто знает, может, в следующем видео мы расскажем, как обнять гриб и получить генетическую поддержку. А если хотите поддержать наше творчество, ссылка для доната в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране, и пусть ваши щедрости впитаются в наш проект. Она могла менять структуру клетки, реагировать на среду, взаимодействовать с другими клетками. Именно на этом этапе, считают ученые, зародилась предпосылка к многоклеточности. Некоторые ее потомки начали объединяться. Сначала случайно, потом все чаще. В результате возникли примитивные колонии, где клетки начали делить обязанности. Одни питались, другие двигались, третьи защищались. Это стало фундаментом для всех сложных организмов на Земле, включая нас. Важно понять, не было никакого чуда. Все происходило медленно и логично. Но именно это одноклеточное существо стало первой страницей в книге нашего существования. И у него остались потомки. Некоторые из них не пошли далеко, предпочтя оставаться такими же простыми. Но один его наследник решил развиваться по совсем странной траектории. Вы бы никогда не подумали, что существо без мозга, без глаз, без органов и без настоящих тканей может быть ближе к человеку, чем муха или таракан. Но это факт. Губка, одно из самых примитивных животных на планете, находится в одной эволюционной ветке с нами, в то время как насекомые уже ушли по другой. Губки — это живые фильтры. Они прикрепляются к скале и перекачивают через себя воду, вылавливая органику. Ни сознания, ни движения, ни реакций. И все же на клеточном уровне их устройство ближе к нам, чем организмов с развитой нервной системой. Почему? Потому что они — представители базовой линии многоклеточных животных, от которых уже пошли позвоночные, включая человека. Эти существа обладают уникальными клетками, которые могут превращаться в любые другие. Это напоминает стволовые клетки у людей. Более того, в губках есть зачатки иммунной системы, подобной человеческой. Они могут различать свои и чужие клетки и даже уничтожать вторженцев. Именно губки показывают, что эволюция — это не обязательно путь к усложнению. Иногда остается в выигрыше тот, кто вообще не меняется. Их стратегия выживания — стабильность. И она работает миллионы лет, а значит, быть примитивным вовсе не значит быть глупым. Но все это было бы невозможно без того самого ключевого элемента, который сделал многоклеточность вообще возможной. И этот элемент до боли знаком всем, кто хоть раз задумывался о памяти. Если упростить до предела все живое на планете, то окажется, что один из важнейших предков человека выглядел как микроскопическая клетка с хвостиком. Этот хвостик, или по-научному жгутик, находился сзади и позволял двигаться в водной среде. Именно такие организмы считаются прародителями всех животных, включая человека. Их называют заднежгутиковыми, и это древнейшая группа, к которой принадлежим мы, грибы и некоторые простейшие. Особенность этих клеток в том, как они взаимодействуют с окружающей средой. Они не просто плавают, они активно ищут пищу, могут направляться к источникам питательных веществ, а со временем даже начали объединяться с другими клетками. Это объединение и стало первым шагом к многоклеточной жизни. По сути, наш путь к разуму и цивилизации начался с микроскопического пловца, в теле которого зародилась логика взаимодействия и базовая коммуникация между клетками. Исследования показывают, что именно у заднежгутиковых формировались первые белки, отвечающие за клеточную специализацию. Один стал мышцей, другой — нервом, третий — защитой. Это как первый iPhone среди кнопочных телефонов, ничем особо не выделялся, но внутри была спрятана революция. Мы привыкли думать, что эволюция — это только медленный подъем по лестнице. Но, как показывает история жизни, бывают моменты, когда все меняется за одно мгновение. И следующая метка об этом. Большинство людей воспринимают эволюцию как плавный поступательный процесс. Медленно, поколение за поколением, новые черты закрепляются, старые отмирают. Но это не всегда так. В начале XX века голландский ботаник Хуго де Фрис выдвинул теорию, которая поначалу показалась слишком дерзкой. Виды могут возникать внезапно, буквально за 1-2 поколения. Он назвал это сальтационизмом, от слова «прыжок». Долгое время на теорию смотрели скептически.
Но со временем наука начала собирать доказательства в ее пользу. Одним из ключевых аргументов стал тот факт, что в ископаемой летописи мы часто видим не плавные переходы, а резкие появления новых видов. Бах! Нет предка. Бах! Уже неандерталец. Бах! И вот уже человек разумный. Где все остальное? Вероятно, не было. Сальтационизм предполагает, что эволюционные скачки происходят из-за крупных мутаций, часто вызванных внешними факторами – радиацией, вирусами, катастрофами. Это может звучать странно, но именно такие события запускают перемешивание генетических карт. Иногда с катастрофическими последствиями, иногда с неожиданным прорывом. Скачкообразные изменения объясняют множество внезапностей в эволюции человека. Почему у нас мозг больше, чем у других приматов? Почему мы ходим на 2 ногах, а не на 4? Почему у нас нет шерсти? Все это могло быть не результатом тысячелетий отбора, а следствием пары мутаций, которые произошли практически мгновенно. И есть одно открытие, которое сделало эту теорию особенно убедительной. Это белок, связанный с памятью, который ведет себя как вирус. Сложно поверить, но одна из главных особенностей человека, способность хранить воспоминания, может быть результатом древней вирусной инфекции. В середине 90-х ученые обнаружили странный белок, который отвечал за формирование долгосрочной памяти. Назвали его АРК. Он вел себя необычно. После активации в мозге он буквально перестраивал структуру нейронов, создавая долговременные связи. Но самое шокирующее случилось позже. В 2018-м группа исследователей из Кембриджа детально изучила структуру АРК и выяснила, что он подозрительно похож на ретровирус. Тот самый тип вирусов, к которому принадлежит, например, ВИЧ. Более того, экспериментально подтвердили, АРК ведет себя точно так же, внедряется в РНК, передает информацию и влияет на поведение клетки. Вывод ошеломляет. Вероятно, миллионы лет назад наш далекий предок заразился вирусом, который вместо того, чтобы убить его, каким-то чудом встроился в нейронную систему и начал работать на благо организма. Эта болезнь, по сути, дала нам дар памяти. У тех, кто получил мутацию САРК, выживали сильнее, умнее, быстрее. Остальные исчезали. Так родилась одна из фундаментальных функций разума. Не через тысячелетия эволюции, а буквально за несколько поколений. Эволюция, получается, может действовать как внезапный взлом, а не как долгий апгрейд. И это не единственный случай. Если следовать логике сальтационизма, есть еще одно доказательство в пользу эволюционных скачков. Оно касается не абстрактных понятий, а нас с вами напрямую. Ученые выяснили, что митохондриальную ДНК, особую генетическую структуру, передающуюся по женской линии, все современные люди унаследовали от одной женщины. Ее прозвали митохондриальной Евой. Согласно анализу ДНК, она жила в Африке примерно 124 тысячи лет назад. Это не значит, что других женщин не было, но именно ее линия пережила всех остальных. Почему? Одно из главных предположений – у нее или у ее потомков произошла редкая мутация, связанная с мозгом. Некоторые исследования предполагают, что мозг ее потомков мог быть примерно на 30% больше, чем у окружающих. Это дало им конкурентное преимущество, лучшее мышление, быстрее обучение, развитие языка. В результате они вытеснили всех остальных, распространив свою ДНК по всей планете. Это не просто красивая теория. Она объясняет, почему вся митохондриальная ДНК людей настолько схожа. Это было не постепенное распространение черт, а настоящая экспансия одной успешной мутации. Парадоксально, но это снова подтверждает идею скачкообразной эволюции. Мы могли стать разумными существами не потому, что шли к этому миллионы лет, а потому что одна женщина или даже одна яйцеклетка вдруг выпала из общего генетического фона. И все человечество пошло по ее следу. Но вирусы и мутации — лишь часть истории. В следующей метке мы раскроем, как древние вирусы буквально стали частью нас. Не метафорически, а физически. Если вирус может встроиться в организм и дать способность помнить, что мешает ему встроиться и остаться навсегда? Ответ – ничего. Так и случилось. По оценкам ученых, более 8% нашего генома состоит из остатков древних вирусов. Это не случайность. Это история нападений, в которых одни вирусы побеждали и оставались навсегда, превращаясь в инструменты самой жизни. Самый яркий пример – белок АРК, но не только он. Ученые нашли десятки фрагментов вирусов, которые встроились в человеческую ДНК и начали выполнять полезные функции. Например, гены, отвечающие за развитие плаценты у млекопитающих, также имеют вирусное происхождение.
То есть, если бы не древняя инфекция, возможно, человек никогда бы не смог вынашивать потомство в утробе. Это откровение переворачивает представление о вирусах. Они не только разрушители. Они могут быть архитекторами. Молекулы, которые когда-то разрушали клетки, теперь защищают и развивают их. Именно они помогают нам бороться с инфекциями, регулировать работу мозга, даже управлять настроением. Эти предатели, однажды внедрившиеся в нас, теперь часть нас. Наше тело — это не только продукт эволюции, но и продукт тысяч вирусных взломов, которые остались в наследие потомкам. И все это может объяснить, почему мы такие странные, не похожие на остальных животных. Но, возможно, еще больше странностей кроется в том, как именно мы изменялись. Потому что следующий этап в нашем развитии указывает на очень необычный образ жизни. На первый взгляд кажется очевидным. Человек — существо сухопутное. Мы ходим по земле, не умеем дышать под водой и, в отличие от дельфинов, не имеем ласт. Но некоторые особенности нашего тела озадачили ученых. Почему у нас нет шерсти, хотя даже приматы в жарких регионах ею покрыты? Почему у нас плотный подкожный жир, как у морских млекопитающих? Почему наши младенцы инстинктивно задерживают дыхание, попадая в воду? Эти странности в 60-х попытался объяснить морской биолог Алистер Харди. Он предложил теорию, согласно которой на одном из этапов эволюции наши предки жили вблизи воды и частично вели полуводный образ жизни. Вода стала катализатором изменений, избавления от шерсти, формирования слоя жира, развития рефлекса задержки дыхания. Эта идея вошла в историю как акватическая теория. Позднее ее подхватила и популяризировала писательница Элейн Морган, сделав акцент на несоответствии классических объяснений. Ведь если наши предки вышли из леса в саванну, зачем терять шерсть, естественную защиту от жары и холода? А водная среда дает на это вполне логичный ответ. Шерсть мешает плавать, жир сохраняет тепло, а стоячее положение помогает видеть над поверхностью воды. Да, теория остается спорной и не принята академическим сообществом на официальном уровне. Но многие ее аргументы до сих пор не опровергнуты. Возможно, в прошлом у нас действительно был водяной эпизод, короткий, но критически важный. И если это так, то некоторые странности нашего тела начинают приобретать совсем другое объяснение. Подумайте вот о чем. Человек — единственный примат без шерсти. Все остальные, даже живущие в знойном климате, от обезьян до лемуров, покрыты густым волосяным покровом. А мы нет. Вместо этого у нас толстый слой подкожного жира, как у тюленей или дельфинов. Причем этот жир остается даже у худых людей, как будто тело всеми силами старается его сохранить. Классическая эволюционная теория не дает однозначного ответа, зачем нам это. Один из популярных аргументов — терморегуляция. Мол, потеем, охлаждаемся, нам не нужна шерсть. Но шимпанзе тоже потеют, и все равно у них есть шерсть. А вот у морских млекопитающих та же картина, что у нас. Гладкая кожа, толстый жир, активная система потовых желез. Добавим сюда еще одну деталь. У человека есть особые белки, которые активизируются в холодной воде. Именно так, как у водоплавающих. Есть также версия, что жир развился как энергетический запас, но она не объясняет, почему у нас он именно подкожный. Внутренний жир, который более эффективен для запасов, в этом случае был бы логичнее. Но у нас, как у морских существ, слой именно под кожей. И если на все это смотреть через призму акватической гипотезы, все встает на свои места. Наши тела адаптированы не к пустыням и не к джунглям, а к жизни вблизи воды. Не полностью, конечно, но достаточно, чтобы это оставило отпечаток в анатомии. И если мы еще сомневаемся, посмотрите на наши пальцы. Одна из самых малозаметных, но любопытных деталей человеческого тела — это перепонки между пальцами. У младенцев они выражены сильнее, чем у взрослых, и со временем исчезают. Но у некоторых людей остаются даже во взрослом возрасте. Остаточные перепонки точно такие же, как у выдр или уток. Эти перепонки не дают преимуществ на суше, зато в воде помогают грести. Это один из многочисленных признаков, которые трудно объяснить с точки зрения классической эволюции в саванне. Более того, у нас есть еще один загадочный механизм, так называемый дайвинг-рефлекс. Когда лицо человека погружается в воду, особенно холодную, происходит мгновенная реакция. Замедляется пульс, сужаются сосуды, приостанавливается дыхание, и организм экономит кислород. Этот рефлекс ярко выражен у морских млекопитающих – тюленей, моржей, китов. У них он развит для длительного ныряния, и у человека тоже.
Особенно у младенцев. Они могут автоматически задерживать дыхание, плыть и даже открывать глаза под водой, без какого-либо обучения. И, наконец, человек – рекордсмен среди приматов по длительности задержки дыхания. Причем этот навык развивается легко и быстро, особенно у народов, живущих у воды. Вспомним морских кочевников, например, племя Баджау, которые могут нырять на глубину до 100 футов и держаться под водой более 3 минут, без оборудования. Все эти детали не выглядят как случайность, скорее, как следы забытого прошлого. А если еще и вспомнить, что наши тела, по сути, архивы, то следующая остановка логична – кости. В каждом человеческом скелете скрыт документ, не письменный, но куда более древний. Кости рассказывают историю. Они могут показать возраст, пол, диету, образ жизни и даже миграции. Но больше всего они говорят об эволюции. Именно по костным останкам ученые смогли выстроить так называемое родовое древо человека. От австралопитеков до неандертальцев, от Homo habilis до Homo sapiens каждый шаг можно отследить по форме черепа, строению таза, длине пальцев. Эти детали отражают, как менялся наш вид, адаптируясь к новым условиям. Например, изгиб позвоночника указывает на прямохождение, размер челюсти — на переход к вареной пище, толщина костей — на образ жизни. Даже следы от заболеваний или травм помогают воссоздать контекст эпохи. Но в какой-то момент археология перестала справляться одна. Появилась новая наука, которая заглянула глубже, чем кость, в саму суть жизни, в ДНК. Где-то внутри каждой нашей клетки находится молекулярный дневник. ДНК — это не просто код для создания белков. Это летопись, в которой записаны маршруты миграции, болезни, климатические кризисы, встречи с другими видами. С развитием генетики ученые начали считывать этот дневник. Проекты вроде «Геном человека» дали понять, насколько мы все связаны. Генетическая карта показала, что все современные люди произошли от одной популяции, жившей в Африке примерно 120 тысяч лет назад. Оттуда шло расселение, сначала на Ближний Восток, затем в Европу, Азию, Австралию, обе Америки. Каждый участок нашей ДНК рассказывает о путешествиях предков. В ней видно, как они адаптировались к холоду, как переживали голод, как боролись с болезнями. Некоторые гены достались нам от неандертальцев и денисовцев, других видов людей, с которыми Homo sapiens вступал в контакт. Эти гены отвечают за иммунитет, обмен веществ, даже за тип волос и кожи. Более того, генетика позволяет определить не только происхождение, но и вероятности, к каким заболеваниям предрасположен человек, как его организм реагирует на те или иные препараты, как устроен его обмен веществ. По сути, ДНК — это персональный путеводитель по истории вида. Но, несмотря на всю эту детализацию, в теории Дарвина до сих пор остаются дыры. И одна из самых крупных — это проблема пропущенных звеньев. Одно из самых частых возражений скептиков к теории эволюции звучит просто: где все промежуточные формы? Если виды медленно переходят один в другой, логично было бы ожидать находки множества переходных форм. Но в археологической летописи все выглядит иначе, как будто кто-то выключил свет, а потом снова включил, и уже другой вид на сцене. Классический пример — переход от австралопитека к Homo habilis, затем к Homo erectus и Homo sapiens. Между ними видны изменения, но четких, плавных промежуточных форм мало. То же самое с неандертальцами и денисовцами. Мы видим полные виды, а не постепенные сдвиги. Дарвин сам признавал этот парадокс, объясняя его недостаточностью ископаемых данных. Однако спустя 1,5 столетия аргумент все еще звучит. Хотя наука объясняет это несколькими факторами, условия для окаменения встречаются крайне редко, подавляющее большинство существ не оставляют после себя следов, а еще многое просто не найдено. Но в последние годы все чаще звучит альтернатива. Возможно, дело не в потерянных звеньях, а в самой природе эволюции. Вспомним сальтационизм. Он предполагает не плавное, а скачкообразное возникновение новых видов. Мутация — пара поколений, новый вид. В таком случае переходных звеньев может и не быть вовсе, потому что вид перепрыгнул на другую ступень практически сразу. Это объясняет и странности в летописи, и резкие появления черт вроде речи, прямохождения, сознания. Но если все так случайно и резко, возникает еще один важный вопрос. Действительно ли эволюция — логичная система? Многие до сих пор воспринимают эволюцию как четко спланированный процесс. Вначале одноклеточная, потом сложнее, потом животное, человек, разум, технологии, прямолинейный путь вверх. Но природа, кажется, играет совсем не по этим правилам. Огромное количество видов исчезло без следа.
Большинство мутаций вредны. Человеческое тело полно нелепых решений, которые явно не оптимальны. Зубы мудрости, аппендикс, слабые суставы, проблемы со зрением. Если бы эволюция была инженером, ее давно бы уволили. Реальность больше напоминает случайную игру. Генетическая рулетка, в которой одни организмы получают шанс. Не потому, что они лучшие, а потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Например, динозавры доминировали десятки миллионов лет, а потом падение астероида. И внезапно выжившими оказались млекопитающие. То же самое можно сказать о развитии мозга. Увеличение объема черепа – это не универсальное правило. Многие виды прекрасно справляются без интеллекта, но у людей произошел скачок, возможно, благодаря случайной мутации. Разум не был целью. Он просто оказался полезен в конкретных условиях. И это делает эволюцию не великим архитектором, а скорее хаотичным скульптором. Иронично, но именно это делает нас уникальными. Не закономерность, а случайность. И эта случайность проявляется в одном особенно странном явлении – повторяемости. Представьте себе, зрение у животных появлялось независимо, от 40 до 65 раз. Не одно событие, а десятки, у разных видов, на разных континентах, в разное время. Камеры глаза у кальмаров и у человека устроены похоже, но у нас нет общего зрячего предка. Это называется конвергентной эволюцией, когда природа как будто бы снова и снова изобретает одно и то же. Тот же эффект наблюдается у крыльев, у птиц, летучих мышей, насекомых, у интеллекта, дельфины, вороны, осьминоги, совершенно разные ветви, но все продемонстрировали элементы сознания. Даже у нервной системы есть несколько независимых инкарнаций, у членистоногих, позвоночных и моллюсков. Как объяснить это постоянное повторение? Если бы эволюция была хаотичной, мы бы ожидали бесконечное разнообразие. Но вместо этого она как будто бы тяготеет к определенным решениям. Одни и те же формы, функции, структуры возникают снова и снова. Некоторые ученые называют это эволюционной ограниченностью, мол, есть не так много эффективных путей, и природа просто перебирает одни и те же шаблоны. Но звучит это все равно странно, как будто где-то в коде природы заложена склонность к определенным структурам. И когда мы рассматриваем всех наших двойников в животном мире, возникает интересный вопрос, а кто из ныне живущих наши настоящие родственники? Сегодня на планете живут миллионы видов. Некоторые из них кажутся нам близкими по поведению. Собаки, кошки, дельфины, другие — по внешности. Но генетика и эволюционная биология дают точный ответ на вопрос, кто действительно наш ближайший родственник. На первом месте шимпанзе и бонобо. Мы разделяем с ними почти весь генетический код. Разница минимальна. И это видно не только на уровне ДНК, но и в поведении. Они могут планировать, испытывать эмоции, строить альянсы. По сути, это зеркала нашего прошлого. Далее — гориллы и орангутаны. С ними мы разделяем ключевые признаки – пятерня на руках, ногтевые пластины, структура черепа. Но еще интереснее – наши родственники по древности – губки, грибы, круглые черви. С этими организмами у нас общий предок, хотя внешне мы абсолютно разные. Наконец, в список входят животные, с которыми у нас общие эволюционные изобретения – зрение, мозг, социальное поведение. Например, дельфины – не наши ближайшие родственники по ДНК, но по функциям и структурам мозга они стоят ближе, чем кажется. То же с воронами. У них есть понятие числа, памяти, даже обмана. Это все еще раз показывает родство да не только в генах, но и в функциях. Животные, которые достигли похожих решений в эволюции, не обязательно наши предки. Но они – доказательство того, что разум, чувства и поведение не уникальны. И тогда, если мы не исключение, то, может быть, мы просто очередной виток случайного эксперимента? 60% человеческого генома составляют фрагменты, полученные от вирусов. Этот факт подтвержден учеными и меняет представление о человеческой эволюции. Вирусы, некогда считавшиеся исключительно вредными, оказались архитекторами нашей ДНК. Они взаимодействуют с клетками на глубоком уровне, что открывает новые горизонты в понимании биологии. Вирусы проникают в клетки и оставляют следы, которые сливаются с генетическим материалом хозяев. Этот процесс, называемый эндогенной интеграцией, происходит на протяжении миллионов лет, влияя на эволюцию различных видов, в том числе и человека. Например, вирус иммунодефицита человека стал причиной заболеваний, но также привел к изменениям в генетической структуре. Это помогло некоторым людям развить устойчивость к другим вирусным инфекциям.
На протяжении истории вирусы играли важную роль в создании новых генетических вариаций. Они внедряются в геномы и могут передавать новые гены от одного организма к другому. Это влияет на адаптацию видов к окружающей среде. У некоторых групп людей есть ген, обеспечивающий защиту от малярии. Этот ген возник в результате вирусной интеграции и стал ключевым фактором выживания в регионах с высокой распространенностью этого паразита. Вирусы также могут активировать или деактивировать гены, что влияет на эволюцию. Изменения в иммунной системе человека произошли в результате взаимодействия с вирусами, что повысило устойчивость к болезням. Некоторые вирусные элементы в геноме человека участвуют в образовании плаценты, ключевого аспекта размножения у млекопитающих. Вирусы, которые раньше воспринимались как патогенные агенты, теперь рассматриваются как важные компоненты эволюционного процесса. Они стали частью нашей истории и продолжают влиять на будущее. Каждая новая пандемия или вирусная инфекция имеет потенциальные последствия для нашего генома и эволюции. Понимание этой взаимосвязи открывает множество вопросов о том, как вирусы формируют наше здоровье и эволюцию. Научные исследования продолжаются, и новые открытия могут изменить восприятие вирусов и их роли в жизни на Земле. Вопрос остается: какую роль вирусы сыграют в следующем этапе нашего существования? В лаборатории, расположенной в одном из ведущих университетов, ученые начали анализировать образцы ДНК, чтобы понять, как вирусы влияют на эволюцию человека. Один из исследователей, доктор Алексей Петров, заметил, что в генетических данных некоторых групп людей, живущих в Африке, присутствуют необычные последовательности, связанные с вирусной интеграцией. Эти последовательности могли дать подсказки о том, как вирусы помогали развиваться человеческой иммунной системе. Тем временем в ходе исследований была выявлена связь между вирусами и адаптацией к самым различным условиям существования. Ученые обнаружили, что некоторые вирусные гены активируют защитные механизмы в организме. Например, у людей, живущих в тропических регионах, ген, ответственный за выработку интерферона, активировался именно благодаря вирусной интеграции, что позволяло им лучше справляться с инфекциями, распространенными в этом климате. Внезапно доктор Петров столкнулся с неожиданными данными. Он заметил, что в генетике современных европейцев также присутствуют следы древних вирусов, которые могли сыграть роль в изменениях, связанных с адаптацией к более холодным климатическим условиям. Эти вирусы, проникшие в геном предков, активировали гены, отвечающие за терморегуляцию. Это открытие подняло множество вопросов. Каковы были механизмы этой интеграции? Могли ли вирусы быть одним из факторов, способствующих миграции ранних людей в северные регионы? Параллельно с этими исследованиями началась новая волна пандемий, вызванных коронавирусами, которые затронули целый мир. Ученые начали активно работать над созданием вакцин, основанных на МРНК-технологиях, которые также можно рассматривать как результат вирусной эволюции. Вакцины стали одной из последних надежд человечества в борьбе с инфекциями, и, как оказалось, вирусы действительно изменили наше восприятие здоровья и медицины. Во время работы над проектами доктор Петров столкнулся с противодействием со стороны коллег, которые считали ненужным связывать вирусы с эволюцией человека. Они настаивали на том, что вирусы — это лишь патогены, угрожающие здоровью. Однако каждый новый эксперимент подтверждал важность вирусной интеграции в эволюционном процессе. Напряжение в команде росло, и доктор Петров чувствовал, что его исследование под угрозой, если он не сможет убедить коллег в значимости своих открытий. Несмотря на давление, он продолжал работать. Анализируя данные, он выявил, что в некоторых случаях вирусные гены оказывали влияние на выработку антител, что позволяло людям быстрее справляться с инфекциями. Этот факт мог изменить представление о роли вирусов в эволюции, ведь понимание их позитивного влияния могло привести к новым методам лечения и вакцинации. Доктор Петров понимал, что его исследования могут не только изменить взгляды на вирусы, но и кардинально повлиять на подходы к медицине в будущем. Вирусы, которые раньше воспринимались как враги, теперь могли стать союзниками в борьбе за здоровье человечества. Это открытие могло стать основой для новой эры в понимании вирусов и их места в эволюции. Однако для этого ему нужно было преодолеть сопротивление своих коллег и убедить мир в том, что вирусы не только негативно влияют на нас, но и помогают эволюционировать. В это время в лаборатории нарастало напряжение. Доктор Петров продолжал анализировать данные, но его команда сталкивалась с растущими проблемами.
Пандемия коронавируса, охватившая страну, требовала немедленных действий, и внимание ученых переключилось на разработку вакцин. В то время как многие коллеги были погружены в борьбу с новой инфекцией, Петров не мог забыть о своем исследовании и его значении для эволюции человека. В конце концов, ему удалось собрать данные, подтверждающие его гипотезу о том, что пандемии могут служить катализаторами генетических изменений. Он провел исследование, в котором показал, как вирусы, вызывающие пандемии, могут влиять на популяции, заставляя их адаптироваться к новым условиям. Это открытие стало его главным аргументом в спорах с коллегами. Но структура научного сообщества была жесткой, и его идеи не воспринимались всерьез. Чтобы подкрепить свои выводы, Петров решил провести симпозиум, на который пригласил ведущих специалистов в области вирусологии и генетики. Он подготовил презентацию, в которой показал, как вирусные пандемии изменяли геном человека на протяжении веков. В частности, он сосредоточился на черной чуме, которая в XIV веке унесла жизни миллионов, но также способствовала генетическим изменениям, которые повысили устойчивость оставшихся людей к другим инфекциям. В день симпозиума, когда Петров начал свою презентацию, в аудитории царила настороженность. Ученые слушали его с недоверием, однако представленные им данные оказались столь убедительными, что некоторые коллеги начали задавать вопросы. Петров с энтузиазмом отвечал, приводя примеры, когда вирусные инфекции приводили к улучшению здоровья популяции благодаря естественному отбору. Тогда один из ведущих критиков, профессор Станислав Романов, встал и заявил, что стремление Петрова связать пандемии и эволюцию является не более чем научным фокусом. Он утверждал, что вирусы представляют собой опасность и не могут быть рассмотрены как движущая сила адаптации. Петров, ощущая нарастающее давление, сдерживал эмоции. Он понимал, что его исследование находится под угрозой, и необходимо было действовать убедительно. Неспособность профессора Романова принять новые идеи привела к открытой дискуссии, которая перерастала в жаркую полемику. Петров в ответ привел примеры из истории, когда пандемии приводили к положительным изменениям в генетическом коде. Он указал на то, что некоторые высокоадаптивные гены, способствующие выживанию, могли появиться именно благодаря вирусным инфекциям. Он говорил о том, что каждый новый вирус, вступая в контакт с человеческим организмом, оставляет за собой следы, которые могут в дальнейшем помочь в борьбе с другими болезнями. Тем временем внимание к докладу Петрова стало возрастать. Некоторые из присутствующих начали осознавать, что его исследования могут стать основой для новых подходов в медицине. Обсуждение продолжалось, но профессор Романов оставался непреклонен. Он призвал к аккуратности в интерпретации данных, утверждая, что на основе пандемий нельзя делать выводы о будущем. Несмотря на противостояние, Петров чувствовал, что его работа начинает приносить плоды. В глазах некоторых коллег он стал не просто исследователем, а защитником новой парадигмы, которая могла изменить подход к вирусам. Он понимал, что впереди его ждет еще много трудностей, но осознание важности его исследования придавало сил продолжать борьбу за признание его идей. Симпозиум оставил у Петрова смешанные чувства. Хотя некоторые коллеги начали интересоваться его исследованиями, настойчивость профессора Романова оставалась существенным препятствием. Петров понимал, что ему необходимо провести более глубокий анализ, чтобы окончательно убедить научное сообщество в своей позиции. Он вновь погрузился в изучение генома, исследуя следы неизвестных вирусов в человеческом ДНК. В процессе работы Петров наткнулся на данные, которые его поразили. В геноме человека он обнаружил фрагменты, принадлежащие вирусам, которые никогда не были зарегистрированы в медицине. Эти вирусы могли существовать в древних популяциях людей и относиться к ранее неизвестным семействам. Это открытие могло кардинально изменить представление о взаимодействии вирусов и человека. Петров осознал, что вирусы, возможно, не только изменили наш геном, но и сформировали наше восприятие здоровья и болезни. С каждым новым открытием Петров чувствовал, как нарастает напряжение. Он понял, что эти вирусы могли быть активными участниками в процессе эволюции, оставляя за собой следы, которые помогли некоторым группам людей адаптироваться к окружающей среде. Он собрал данные о том, как эти вирусные фрагменты могли влиять на различные аспекты здоровья, иммунного ответа и даже когнитивных функций. В один из дней, работая в лаборатории, Петров наткнулся на корреляцию между присутствием этих вирусных фрагментов и устойчивостью к современным заболеваниям. Он сосредоточился на одной группе людей, у которых был обнаружен уникальный генетический маркер, указывающий на высокую устойчивость к инфекциям.
Этот маркер оказался связан с фрагментом, который, как он выяснил, принадлежал ранее неизвестному вирусу, существовавшему миллионы лет назад. Петров быстро сделал вывод о том, что в ходе эволюции его предки могли сталкиваться с этим вирусом, и именно его влияние помогло развить защитные механизмы, которые сейчас обеспечивают устойчивость к другим инфекциям. С каждой минутой это открытие становилось все более значимым. Он понимал, что должен немедленно представить свои результаты коллегам, чтобы доказать, что вирусы не только влияют на наше здоровье, но и являются важными факторами эволюции. На следующем собрании его команды Петров представил свои новые данные. Он говорил о том, как вирусы, оставаясь незамеченными, формировали наш геном, напоминает о том, что они были не врагами, а партнерами в процессе адаптации. В комнате возникло напряжение, когда он заявил, что эти вирусы могли даже повлиять на определенные расовые и этнические характеристики. Профессор Романов, почувствовав, что угрозы его авторитету стали реальными, встал и попытался опровергнуть выводы Петрова. Однако Петров был готов к этому. Он представил дополнительные данные, которые подтверждали его теорию, и раскрыл исследование, в котором показал, как определенные вирусные фрагменты в геноме выживших от пандемии людей помогли им стать более устойчивыми. В зале повисла гробовая тишина. Петров продолжал, объясняя, что понимание роли этих вирусов может открыть новые горизонты в медицине и эволюционной биологии. Он говорил о будущих исследованиях, которые смогут помочь в разработке новых подходов к лечению и профилактике заболеваний. Энергия в комнате резко изменилась. Некоторые коллеги начали переосмысливать свои убеждения. Кульминация достигла своего пика, когда Петров обратил внимание на то, что игнорирование роли вирусов может стать ошибкой не только для науки, но и для всего человечества. В этот момент он осознал, что его борьба за признание идей о вирусах как архитекторах нашей эволюции только начинается. После успешной презентации Петрова в лаборатории начался новый этап исследований. Коллеги, ранее скептически относившиеся к его идеям, начали пересматривать свои взгляды. Петров чувствовал, как возможность новых открытий приближается. Вместе с командой он углубился в изучение неизвестных вирусов, стремясь понять их влияние на эволюцию человека и здоровье. С каждым новым исследованием Петров открывал удивительные факты о роли вирусов. Он обнаружил, что определенные вирусные фрагменты в человеческом геноме могут активировать гены, отвечающие за выработку антител и защиту от инфекций. Эти данные подтверждали его теорию о том, что вирусы могут быть не только патогенами, но и важными элементами в борьбе с болезнями. В течение следующих месяцев команда Петрова разработала новые методы диагностики и лечения, основанные на вирусных фрагментах. Они начали создание вакцин, которые включали элементы вирусов, способствующие выработке иммунитета. Вирусы, ранее воспринимаемые только как враги, стали мощным инструментом в борьбе за здоровье. В это время мир столкнулся с новыми вирусными вызовами. Пандемии продолжали менять ландшафт медицины и общества. Петров понимал, что их исследования могут стать основой для нового подхода к вакцинации, который учитывал бы вирусные факторы в эволюции человека. Он выступал на конференциях, делясь открытиями и призывая других ученых рассматривать вирусы как часть эволюционного процесса. Со временем его идеи начали находить отклик в научном сообществе. Появились новые исследования, подтверждающие связь между вирусами и адаптацией человека. Люди начали осознавать, что эволюция — это сложный процесс взаимодействия с окружающей средой, включая вирусы. Петров стал известной фигурой, его работа повлияла на подходы к изучению вирусов. Несмотря на успехи, он понимал, что впереди еще много работы. Петров активно сотрудничал с коллегами, стремясь развивать идеи и находить новые пути для исследований. Если вам интересно, как вирусы могут повлиять на эволюцию, то, возможно, пора подписаться на наш канал. В противном случае, кто знает, может, через пару миллионов лет мы все еще будем обсуждать, как не подписаться. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Он знал, что будущее эволюции человека во многом будет определяться взаимодействием с вирусами. Понимание их роли в геноме открывало новые горизонты для науки. Закончив свои исследования, Петров оглянулся на пройденный путь. Его борьба за признание вирусов как архитекторов эволюции принесла плоды. Он осознал, что его работа не только изменила взгляды на вирусы, но и помогла человечеству лучше понять здоровье и будущее. Вирусы, которые ранее вызывали страх, теперь стали важными игроками в сложной игре эволюции.
Петров был убежден, что это понимание поможет человечеству справиться с вызовами будущего и откроет новые горизонты в медицине и науке.